Приветствую всех, друзья! Я Владимир Козловских, это канал «Золото, валюта, богатство». Это вторая часть предыдущего ролика «Золото. Прогноз на 3-9 месяцев». В этой части мы рассмотрим возможные сценарии золота покороче, на ближайшие 3-5 месяцев, и критерии их реализации. В нашем контексте краткосрочные сценарии – это способы, которыми золото может перейти к тому или иному долгосрочному сценарию. Прежде чем перейти непосредственно к графику и к прогнозу, я бы хотел изложить свою точку зрения на взаимодействие разных масштабов тенденций. Сначала качественный уровень. Если нам удалось поставить диагноз наиболее вероятного состояния рынка в большом масштабе, то есть определить, в какой волне лета мы находимся, то это дает нам основание предположить то, какой характер и примерно в какую область будет развиваться формирующееся движение. То есть мы можем предполагать то, как оно может выглядеть в меньшем масштабе. Меньший масштаб – это временной масштаб примерно меньше в 4-6 раз. Например, для года меньший масштаб – это квартал. А вот для кварталов, наверное, ближе 3-4-недельная свеча в качестве младшего масштаба. Нестандартно и не очень удобно. Примерно можно использовать месяцы, но помнить, что для кварталов это чуть-чуть великовато. Но месяцы очень важный масштаб. Для них правильный старший масштаб, то есть для месяцев, полугодовой. Оно и понятно. Как раз по половине цикла. Полгода пашем, сеем и жнем, полгода зимуем. Младший масштаб для месяцев это недельный. Там делим на 4, как раз получается неделька. С неделями, днями, часами, минутами все то же самое. Везде нужно использовать коэффициенты примерно 4-6. Проблематика правильного понимания структуры временных масштабов выражается в религиозных спорах разных конфессий о месте праздников и различиях определения начала года, в некоторой кривости календаря, выражающейся в 30 и 31-дневной длине месяцев, и в мерцающем с 28 на 29 дней в феврале. Все это следствие физического взаимодействия нескольких медленно меняющихся циклов. Я не имею в виду какую-то чертовщину. Это абсолютно реальные измеряемые вещи. Типа смен времен года, приливов и отливов. Например, на цикл приливов и отливов, то есть на лунный цикл, примерно ориентирован женский цикл. А значит и колебания гормонального фона, то есть определенная связь с психофизическим состоянием. Естественно, приливы и отливы – это работа портов там и так далее, инфраструктуры морской. Я говорю примерное совпадение, потому что циклы эти взаимодействуют в каждом процессе слегка по-разному, в том числе и в человеке. В этом значение индивидуальности. Один из самых главных циклов, конечно же, солнечный, то есть годовой. Это цикл колебания потока энергии от Солнца на единицу поверхности нашей благословенной, местами пахотной Земли. Понятно, что это связь с едой, отоплением, освещением и так далее, то есть с их цикличностью. Циклы большего масштаба – циклы солнечной активности, то есть циклы главной кочегарки. Это циклы примерно 2,5 и 10-12 лет. Эти циклы находят свое отражение в китайском летоисчислении в виде зверей, материала, из которого они сделаны, и цвета покраски изделий. В этом смысле астрология не совсем бессмысленное занятие, но только если относиться к ней как к природным часам, которые не что-то как умом определяют, а лишь говорят о некоторых периодах во внешней обстановке, взаимодействие с которыми есть определенные закономерности, но они очень индивидуальные. Все, что я сейчас сказал, выглядит слегка витиевато и примерно. Я специально именно так все и сформулировал, потому что именно так оно и есть, если обсуждать это в обыденных понятиях. Причиной этому является то, что основа всего – колеблющийся поток энергии от Солнца. А в основе колебаний этого потока лежит задача движения 3 тел – Солнца, Земли и Луны. А она даже в идеальном упрощенном варианте без потока энергии от Солнца, без Юпитера, без Сатурна и много без чего еще не решается в элементарных функциях. На обычном языке можно сказать, что эта задача решается примерно.
что и находит свое отражение в кажемости и видимости, которые принципиально должны присутствовать в любом рыночном прогнозе, даже если об этом не говорится напрямую. Первыми, кто задался подобными вопросами, были шаманы. От них пошли научные сотрудники, инженеры, священнослужители, синоптики и врачи, и даже экономисты и с политтехнологами. Подробнее о значении энергии, ее плотности и мощности для развития и колебаний экономики и эволюции социума мы будем говорить, когда будем рассматривать стратегию России и нашего президента по выводу мира из глобального экономического кризиса. Это нас интересует не как политиканство или пропаганда, а с совершенно прагматичной точки зрения. Этот масштаб крупнее, чем те, которые мы рассматривали, но он будет оказывать колоссальное влияние на более младшие масштабы. Вы это уже видели, как это происходит. Потому что процесс развития в направлении этой стратегии объективный. Он идет в ответ на тот кризис, который проявился в начале 30-х годов и привел ко Второй мировой. В конце 40-х самым проницательным стало ясно, что в горизонте пары десятилетий он вернется. И первым, кто эту проблематику осознал, был Сталин. По всей видимости, первую техноэкономическую постановку проблематики Сталин и сформулировал. Подчеркиваю, не решение нашел, а осознал и на научном языке сформулировал и предложил направление решения. Решалась она и приобретала черты техноэкономической стратегии позже, все 70 лет прошедших 40-х годов. Реализация этой стратегии, вернее ее техноэкономических решений, это объективный процесс. А вот управляющие этого процесса, которые определят цели, скорость реализации, бенефициаров этого процесса, и есть предмет настоящего межцивилизационного конфликта. Одна из ближайших задач нашей стратегии, то есть нашей страны, это вывод мира из глобального экономического кризиса. Оппоненты преследуют другие цели, которые нам не близки. Нас, как прагматиков, конечно, интересует динамика и проявление этого кризиса, и то, как мы можем это использовать. Пока на протяжении всех предыдущих роликов мы постепенно идем к установлению масштаба этого, скажу в кавычках, этого кризиса. Потому что это не кризис в обычном понимании, а определенный такой ступор, тупичок в развитии человечества. Первые предпосылки к этому возникли лет 60-70 назад. Тогда это Сталин и осознал. Явных проявлениях этого ступора было два. В 70-х и в начале 2000-х. Ну вот то, что происходит сейчас, вы увидите, что это не нечто новое, это продолжение того, что началось в 2000-х. То есть оно как началось в 2000-х, так и не заканчивается. Поговаривать на Западе в различных формах об этом ступоре и предлагать неадекватные решения на основе Мальтуса XVIII века стали уже с конца 60-х. Нас это интересует только с прагматичной точки зрения. На протяжении всех предыдущих роликов мы пытаемся определить масштаб этого ступора и сценарий его реализации. И главное, пути выхода из него. Это важно как с точки зрения стратегии бизнеса, так и с точки зрения личных стратегий и тактик. Очень точно необходимые и достаточные условия перемен разделил Сталин. Он говорил, есть логика намерений и логика обстоятельств. И логика обстоятельств сильнее логики намерений. Намерение – это политологическое описание того, как и чего кто-то хочет поделить или создать. Это желание. Это достаточные условия. Мы с вами как раз работаем не с хотелками, а с логикой обстоятельств. То есть с необходимыми, количественно измеряемыми условиями возможности перемен. В нашей терминологии перемены – это окончание одной волны и начало формирования новой волны в том или ином масштабе. Взаимосвязь масштабов есть на всех уровнях. Именно поэтому нам важен масштаб глобального ступора, назревшего в мировой экономике, причем выраженный количественно. Первую оценку, как минимум для зоны доллара, мы получили из оценки продолжительности девальвации доллара. Это десятки лет. В двух предыдущих роликах золото-прогноз 10-15 лет и золото-прогноз 3-9 месяцев,
часть первая. Мы уже использовали пятилетний масштаб и видели, как выводы, полученные в большем масштабе, показывали нам наиболее вероятный сценарий в меньшем. Ссылка на эти ролики на экране и в описании этого видео. Так, выводы из пятилетнего масштаба предопределили трактовку годовых и квартальных масштабов. И далее последовательная цепочка выводов привела вас к наиболее вероятным границам колебаний в месячном масштабе. Пятилетний масштаб – это масштаб геополитической стратегии. И пример из двух предыдущих роликов – иллюстрация того, как реализация стратегии, устанавливая границы и предопределяя характер дальнейшего движения, типа условный импульс или условная коррекция на рынке, сужает пространство тактического выбора. Сейчас мы посмотрим конкретный механизм взаимодействия уже месячного масштаба с днями и неделями. Принцип взаимодействия масштабов мы глянем на месячном графике. Например, если мы уверенно идентифицируем первую волну в месяцах на 7 свечах, вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, то при выполнении, то есть это первая, вторая волна, то при выполнении условий начала третьей волны, то есть пробоя вверх максимума первой волны, то есть вот он пробой, мы вправе с высокой вероятностью ожидать, что в днях, то есть на 2 масштаба ниже, мы увидим внутреннюю импульсную 5-волновую структуру вот этой волны. Объясняю, почему в днях. После долгого изучения многих случаев теоретического бадания окончательного согласия между теоретиками волны Лиота нет. Но можно смело утверждать, что для полноценного построения всей 5-волновой структуры необходимо примерно 120-130 свечей. Запомните этот момент, то есть он важен. То есть если вы там будете индикаторами пользоваться, которые идентифицируют первую, третью, пятую волну, там, вторую, четвертую, то вам надо понимать, что 5-волновку вы четко можете видеть тогда, когда у вас есть 120, там, 130, 135 свечей. То есть только тогда как бы, вы можете видеть всю 5-волновую структуру во всей ее красоте. В нашем случае в первой волне 4-4,5 свечи. Вот здесь вот примерно. Значит, минимальная оценка третьей – это 4-5 месяцев. Вот она. Вот это. А это как раз примерно 100-125 свечей. То есть 100-125 рабочих дней. В днях в этой волне мы как раз и увидим четкий 5-волновой импульс. Вот здесь будет первая волна, вот здесь будет третья, вот это 4-я волна, и это будет 5-я. То есть в днях она полностью разрисуется. Ну а сейчас вернемся уже к среднесрочному анализу к нашему. Фактически разделение наших глобальных сценариев – это вопрос о том, как разрешится ситуация вот с этим коридором с 2020 года по сейчас. То есть, это коррективная волна. Сейчас будем разбираться, какая и каковы сценарии выхода из нее. Чтобы понять то, какие среднесрочные сценарии в золоте, что будут означать, давайте глянем на то, что различные движения доллара к золоту означали в событийном плане последние несколько лет. Так сказать, на земле. Я имею в виду, конечно, политико-экономическую землю. Вот бравурное начало десятых годов. Поуже возьмем. Так, сместим. Вот бравурное начало десятых годов. Экспансия долларовой зоны на Ближний Восток и завеса из сланца. В 2012-2015 году, вот здесь, вот он этот отрезок, Россия и Иран этот сценарий тормознули. Усиление доллара к 2015 году, вот здесь, закончилось. Все, то есть затормозился, перестал усиливаться. И напомню, что вот это движение
оно закончило формирование первой волны и второй. То есть вот вторая волна, внутренняя в третьей большой. Смотрим дальше. Подсожмем рынок еще немножко. Где-то вот так. Попытки не дать избраться Путину и Си в 2018-м, свергнуть Эрдогана, усилить давление на Иран через разрушение Трампом ядерной сделки, перспективы захвата контроля над ближневосточной нефтью не улучшили и ситуацию для долларовой зоны не поправили. Доллар просто потусовался эти 3 года вот в этом коридоре с 16 по 18 год. И с начала 19 года, там, с конца 18-го, опять отправился в падение. Вот оно пошло. Начало очередного падения долларов в 2019 году означало для долларовой зоны нарастание угрозы инфляции. Связь золота с инфляцией и уровнем доходов населения мы смотрели в ролике «Золото доллар 2. Связь золота с зарплатами и инфляцией, с энергетикой и циклами». Ссылка на него на экране и под этим роликом. К концу 2019 угроза стала серьезной. Вот здесь уже стало достаточно серьезно все выглядеть. Именно здесь можно было сделать первое предположение о том, что закончилось формирование первой и второй маленьких волн. То есть вот этих вот. Вот это вот первая волна, а это ее коррекция. Возможно, более сложная трактовка. Но мы просто не будем сейчас себе голову забивать. То есть вот это вот фигурка, то есть вот этот коридор, их можно было трактовать уже как первую и вторую волны. И формальное начало третьей. То есть к 2019 году, то есть можно было говорить о том, что вот этот отрезок начинает претендовать на звание третьей маленькой волны. То есть вот этот вот импульс фактически деформированный уже. И когда рынок находился в этом месте, то есть мы могли уже с уверенностью сказать, что вот этот отрезок тянет название третьей волны. Вот от этой первой и второй. Поэтому срочно потребовалось глушить мировую экономику, чтобы свалить конкурирующие валюты и экспортировать инфляцию из зоны доллара. В начале 2020 года это сделать попробовали. Сами помните, какие медицинские приемы. Переговоры, наверное, велись примерно так. Или соглашайтесь на эту игрушечную херню и загоняйте всех по домам, или мы долбанем чем-нибудь по-настоящему серьезным. Все это не очень помогло. В начале 20-го, в марте, вот здесь, вот он март, доллар только немного дернулся, вот золото вниз сходило, это означает, что доллар усилился. И прямо в марте развернулся и рванул обратно вверх. То есть золото выросло. Вот оно поперло. Это потому, что Запад истерику раздул, но его система здравоохранения оказалась такой ущербной, что торможение ударило по нему сильнее, чем по остальному миру. Плюс, если смотреть на западные рынки в золоте, то есть консервативно, позже мы это сделаем, позже мы это отдельно глянем, то за пару лет до известных событий, начала 2020 года, они отрисовали такие фуэты, что после них и без медицинских событий им оставалось только падать. И если на рынок смотреть консервативно, то есть в золоте, то такое ощущение, что корона просто прикрывала назревшее падение на Западе и заражала им остальной мир. Потому долларовой зоне и Европе пришлось потом просто тупо печатать пустые деньги, что и отразило золото к середине 2020 года. То есть вот она. По медицине пошло печатание денег, и золото это отражало. То, что план большой глобализации под большим вопросом, англичане поняли еще в 16-м. Почти сразу после нашего захода в Сирию и скукоживания запрещенного в России ИГИЛ. И догадались, что первыми с кораблика глобализации будут всаживать Евросоюз. С 2017 по 2020 припирались с Евросоюзом о выходе, но окончательное решение не принимали. После провала в 2020, вот после вот этого, то есть когда провалилась вот эта процедура, связанная с медицинскими делами,
И когда доллар ушел выше максимума 2011 года, вот он в 2020 году пробил максимум 2011 года, вот эта ситуация стала выглядеть очень сильно угрожающе. И англичане в конце 2020 года окончательные бумажки подписали с Евросоюзом и отвалили. Выход Британии де-юре в 2020 из ЕС – это инерция и процедура реализации. Сравним так немножко. По большому счету все решилось в 2015-м нашим с Ираном заходом в Сирию. Именно тогда глубинным участникам процессов уже стало ясно, что бензина для большого кораблика глобализации нет, и Евросоюз придется саживать. Трамп для этого и появился, для реализации более усеченного варианта, типа а-ля AUKUS. В Европе он начал счета за защиту выставлять не в атлантической солидарности, а в реальном бабле. Завершающим аккордом в окончательном провале большой глобализации стали провалы долларовой зоны в 18-19. Вот здесь вот. То есть фактически это уже убийство глобализации стало очевидным. А то, что оно будет таковым, имеется в виду то, что провал будет, то, что будет провал, можно было предположить уже в январе 2020-го. Произошло это примерно вот здесь вот. Когда январь 2020, вот он январь 2020, пробил максимум 2019 года, то есть вот эту штуку, то конфигурация сентября 2018 по август 2019, то есть вот эта конфигурация. То есть как только максимум ее был пробит, вот эта конфигурация стала подтвержденным импульсом. Это означало, что то, что уже произошло в 2018-2019 году и раньше, и то, что запланировано, то есть те мероприятия, которые в дальнейшем будут, то есть вот этот пробой просто-напросто все это дело отмел. И как только пробой произошел, он сказал с очень высокой, этот пробой сказал с очень высокой вероятностью, что бы там ни происходило, скорее всего рынок не упадет ниже, чем 1400. И после этого движение золота с конца 18-го, то есть вот отсюда. И вот по моменту, когда все это происходило, стало железным кандидатом на маленькую внутреннюю третью волну. Во все формирующиеся вот этой конструкции. То есть как только произошло вот это событие, сразу, скажем так, с большей уверенностью начали трактовать вот это как первую волну, а вот это как развивающуюся третью. То есть вот в этой конструкции. Подчеркиваю, вот в данной ситуации золото ничем не управляло и ни на что не влияло. Оно лишь констатировало бестолковость и безрукость исполнителей глобализма и непригодное для этого состояние западных экономик. А действия нерадивых исполнителей не только окончательно уничтожили проект большого глобализма, как в той форме, как он виделся некоторой части элит, но и под очень большое сомнение поставили усеченный проект AUKUS. Возвращаясь к графику, продолжаем. Линейка событий с 15 по 20 год, вот это вот, была оценена золотом как очень высокая вероятность начала формирования внутренней третьей волны. То есть, так мы это структурировали в нашей терминологии. Такая комбинация – очень высокий риск масштабной девальвации доллара к золоту в горизонте 10-15 лет. В августе 2020-го, вот здесь, корона догнала и остальной мир. И доллар немного усилился в январе. То есть вот до сюда примерно. То есть вот оно усиление доллара. Но обратите внимание, он только коснулся того места, откуда все начиналось в начале 2020 года. Вот это вот старт этой процедуры, подергушка доллара,
он только коснулся этого места. То есть усиление доллара не дошло до того места, откуда вся процедура начиналась. Это означало, что медицинская тусня по Западу ударила сильнее, чем по остальному миру. Колебания золота вверх в марте-мае, вот это, март-май, колебания золота вверх, и возврат в июне, в августе обратно, вот сюда вот, но чуть выше, чем вот этот минимум, из которого она стартовала, обозначила возможность того, что четвертая волна может закончиться вот в этом месте. То есть, что вроде как это может быть ее минимум. И далее может опять начаться длинный поход золота вверх. То есть, создавалось предположение вот из этой картинки, то есть, что может возникнуть вот такая вот вещь. Ну, достаточно высокая уверенность была. Единственное, что этому мешало, это масштаб второй волны, если вот эту конфигурацию рассматривать как вторую волну от вот этой первой как бы. Четвертая волна, ну, она мелковата для второй волны вот такого масштаба. Это во-первых. Во-вторых, конфигурация второй волны ближе к плоской. То есть ее зигзагом назвать очень сложно. Есть такой принцип чередования волн. Гласит он примерно следующее. Характер волн в пятиволновке обычно, то есть наиболее вероятно, чередуются. То есть если во второй волне мы имеем плоскую волну или треугольник, то скорее всего четвертая волна будет иметь характер зигзага или наоборот. То есть если вторая волна у нас зигзаг, то четвертая скорее всего будет у нас плоской волной, такой стремящейся, то есть или к треугольнику, или еще к чему-нибудь. Именно вот эти вот моменты, то есть величина предполагаемой четвертой волны, чередование, которое тоже, подчеркиваю, все, о чем мы здесь говорим, оно носит вероятностный характер. И так вот по крупицам постепенно увеличивает вероятность. То есть плюс моменты, как бы, скажем так, подчеркнутые из других методов анализа, они как раз и говорили в начале года, что высока достаточная вероятность того, что максимум не будет пробит, что скорее всего будет еще одно колебание. Я об этом говорил, но так точно не объяснял, потому что просто вам было бы сложнее, то есть немножко знаний не хватало. То есть теперь, скажем так, то есть мы видим вот эту картинку. Она уже больше похожа на зигзаг, но по большому счету, скажем так, то есть может еще отрисовываться. И хочу отметить, что истерика по поводу возможного нападения России, она-то как раз началась вот в этом месте. То есть как реакция тех процессов, которые происходили внутри, все это, конечно же, в первую очередь связано с энергетикой. Но борьба осуществлялась методами медицинскими. То есть это, грубо говоря, скажем так, то есть инструментарий борьбы. Суть борьбы – это борьба за энергетику и за маршруты поставок. А инструментарий может быть всякий. Ну, в том числе и военный, конечно. Угроза ускорения среднесрочной девальвации доллара в конце 2021 года отражала то, что Россия достраивала потоки и углубляла конструктивное взаимодействие с Ближним Востоком. И на этом быстро усиливала свое влияние в Европе. И самое главное, могла воспрепятствовать ее обезжириванию Штатами. Как обезжирить кого-нибудь? Ну, примерно как Харик Простоквашино рекомендовал. Надо ему что-нибудь дорого продать. Что зона доллара, кроме удара палкой по голове, может сейчас продать в Европу? К тому, что уже продает. И таким образом хоть немного поправить свое гигантское отрицательное торговое сальдо. Правильно? Ничего кроме дорогой сланцевой нефти. Штаты больше продать не могли. Что для этого нужно? Для этого нужно убрать альтернативные, более дешевые поставки и перекроить рынок Европы в свою пользу. То есть конфликт России с долларовой зоной в среднесрочном контексте возник из-за энергетических маршрутов в Европу, желания Штатов пограбить Европу и дисконтировать доходы России. В среднесрочном плане мы в этом конфликте защищаем свои очень крупные экономические интересы. Вы думаете, что Зеленский не понимает этого? Не смешите меня, а то у меня губы потрескаются. Он просто встроился в эту большую тему на подряд к Западу и зарабатывает. Издержки этого подряда
сотни тысяч украинских и русских жизней. Это настоящие затраты его прибыли, которые ему еще не были предъявлены, но предъявим. Есть еще более глобальный контекст этого конфликта. Весной в Давосе наш президент сделал Западу очередное предложение присоединиться к нашему проекту перехода в новую техноэнергетическую эпоху. Запад отказался. И конфликт на Украине – это форма его отказа от этого предложения. Дело в том, что наш проект влечет за собой настолько глубокие преобразования в человеческой истории, что произойдет глобальная перестройка мировых элит, сопоставимая разве что с той, которая происходила на протяжении XVIII и первой половины XIX века. Запад не готов к этому и просто банально боится. Но ход истории и эволюция ход истории – это эволюция материальной системы. Изменить направление этого развития, этого хода нельзя. Притормозить попробовать можно, но не тогда, когда Россия начинает его ускорять. По моему мнению, китайская стратегия построения зажиточного общества к 2050 году и Vision 2030 саудовского принца Бин Салмана, как мне кажется, по внешним признакам, учитывает и опирается на стратегию Путина. Выводы мировой экономики из глобального кризиса. Но они слегка, как и положено взвешенным консервативным людям, слегка занижают темпы роста благосостояния, потому что, по моим оценкам, реализация стратегии Путина приведет в горизонте 25-30 лет к увеличению уровня жизни от 8 до 26 раз. Но это в зависимости от региона. И похоже, что рост экономик мира, присоединившийся к нашей стратегии, сможет превысить сталинские темпы в 1,5-2 раза. Усиление доллара с июня 2021 года, вот отсюда, по август 2021, вот сюда вот, было отражением подготовки и начала Западом провокации на Украине в отношении России. Период ослабления с октября 2021, вот отсюда, примерно, по февраль, вот сюда. Это попытки России предостережения Запада от прямого военного конфликта. То есть, попытки лавирования, уклонения от конфликта. Резкое усиление в начале марта доллара, то есть, когда конфликт начался, означало, что военный конфликт спровоцирован англосаксами удачно. И что военно-политическая ситуация в регионе, то есть в Европе и Западной Евразии, будет существенно хуже, чем в Штатах. И что и повлечет переток капиталов в США, пока в основном из Европы. Я оставил разметку, вот эти линии, из предыдущих роликов, которые были в январе-феврале, то есть в самом начале года. Большой толстой линии на уровне 20-50, вот здесь. Я тогда обозначал сильное сопротивление, в котором рекомендовал фиксировать длинную позицию в золоте, то есть открытый в кредит. Подробно понятие длинной позиции и нейтральной позиции в золоте, которым я сейчас пользуюсь, описано в ролике «Золото-доллар 4. Часть 2. Как в 3 раза увеличить доходность, не меняя стратегию». Потом в ролике «Золото-доллар 4. Часть 1. В чем хранить деньги. Нейтральная позиция в золоте». И в ролике «Золото-доллар 4. Часть 3. Структура сбережений золото-доллар. В чем хранить». Ссылка на эти ролики сейчас на экране и внизу в описании этого ролика. Все движение золота с середины 2020 года, то есть примерно вот отсюда, по настоящее время, это наиболее вероятно, то есть все вот это движение, наиболее вероятно, что это маленькая четвертая волна, что это внутренняя, что это маленькая четвертая волна и что это внутренняя коррекция вот в этой третьей волне, вот этой во всей. Напомню, что вот эта вот третья волна, которую мы сейчас разбираем, она внутренняя волна во всей большой вот этой вот
третьей волне. Так вот, вот эта коррекция, она внутренняя для вот этой вот третьей волны. То есть она не относится ко всей. То есть это не коррекция во всей большой третьей волне как бы. То есть это внутренняя коррекция, в основном она подчиняется законам и принципам работы вот этой третьей волны. Мы об этом раньше уже говорили, но я просто еще раз об этом говорю, что в основном она определяется, то есть характер этой коррекции определяется структурой самой вот этой третьей волны. Обратно вернемся. То есть с наибольшей вероятностью вот эта четвертая волна, она корректирует вот эту первую и вот эту третью волну. И в основном те пропорции, которые будут выработаны при этой коррекции, они как раз определяются структурами первой волны и третьей волны. Возможно и другие разметки и трактовки, но они имеют меньшую вероятность. До этого мы в основном сталкивались с импульсными волнами, которые состоят из трех направленных движений в направлении тренда и двух коррекций между ними. Вот, например, предполагаемая первая волна в большой растянутой третьей. Сейчас мы вот так вот сожмем. Она не совсем классический импульс, но общую структуру импульса на ней показать можно. Вот в ней первая внутренняя волна. Вот она. Это первая волна. Двоечку поставим на нее, вернее единичку поставим на нее маленькую. Так вот, чтобы не забывать. Вот это вторая волна, то есть это ее коррекция. Так вот обозначим. После второй начала развиваться третья волна. Я ее сразу вот сюда поставлю. Потом еще пояснения будут. Она получилась растянутая. Причины я чуть попозже скажу. Я пятерочку вот сюда поставлю. То есть это вот растянутая пятая волна. Причина растяжения третьей волны. По всей видимости, начальникам доллара хотелось, чтобы падение доллара завершилось где-то вот здесь. В седьмых-восьмых годах. То есть так, чтобы вот эта волна была первой, вот эта волна была третьей, а вот эта была пятой. В этой ситуации вся вот эта конструкция тогда бы тянула на пятую волну. Вот так, если мы еще раз побольше возьмем. Вот эта конструкция тогда бы тянула на пятую волну, вот от этих вот третьей и первой. И все было бы нормально. Доллар бы развернулся вниз. Началось бы усиление. И Штаты, лихо и весело печатая средства платежа, аккуратно бы скупили весь мир. Но этому помешало два обстоятельства. Первое. Догнали последствия десятилетних праздников после развала зоны СССР, вот этих. Было напечатано огромное количество денег. Ну и с точки зрения технической, как бы скажем так, вот эта добавка вот к этой коррекции, она не позволяла трактовать вот эту волну, четвертую, слишком большой масштаб получился, как четвертую волну вот для вот этой маленькой, 74-75 годов. И поэтому, скажем так, то есть вот эта стратегия, поэтому в силу объективных причин, она не получилась.
Как обычно подчеркну, ни Волны или Ота двигали экономикой и историей. Они лишь трактовали их. На самом деле, получив в подарок рынки и ресурсы СССР, зона доллара приступила к празднику поедания и обжорства, забыв о реальном технологическом развитии. Имитируя его автоматизацией копипастинга, бухгалтерского калькулятора и сводничества. Все это нужные и полезные вещи, особенно порно в каждый дом, но не за те деньги, которые были на это списаны и попилены. Результат этого сейчас проявляется в деиндустриализации и убогой концепции зеленой энергетики, неспособности повторить гиперзвук и эффективное обогащение урана, в упадке ядерной энергетики во многом другом. Тогда эти последствия, проявленные в реальности сейчас, тогда они имели форму различных финансовых дисбалансов, которые и отразило золото, поехав в конце десятых годов. Сейчас возьмем. Поехав в конце десятых годов, где-то из района 850-900 в район 1800. Вот так сработало это противоречие. Вернее, этот фактор. Второй фактор, который, наверное, усилил первый, это изменение позиции России по отношению к Западу, озвучено Путиным в 2007 в Мюнхене. Наше отношение, конечно, начало меняться раньше, но во второй половине 2000-х Штаты нарисовали денег столько же, сколько было выпущено за всю предыдущую историю. Это обесценило резервы экспортеров ресурсов, об этом Путин и сказал в 2007 году. Оба этих фактора усилили девальвацию доллара во второй половине 2000-х. Вот здесь вот. Вот этот участочек. В долларе это проявилось в том, что ФРС из движения 2006-2007 года, то есть вот из этого кусочка, не получилось сделать завершение падения доллара в виде пятой волны. То есть так, чтобы вот это было первый, третий, пятый. А получилось только растяжение третьей волны. То есть получилось, что это просто стало частью вот этой третьей волны. А то, что получилось после нее, в 2009-2011, это уже растянутая пятая волна. Это мы посмотрели пример импульсной пятиволновки. Основной признак импульса – это то, что коррекция после четвертой волны, вот она, не доходит до вершины первой. Вот первая волна, вот третья, та, которая не зашла в область первой. И вот четвертая волна, которая не коснулась первой волны. То есть не скатилась до нее. Дальше, когда развивалась пятая волна, вот эта, она тоже состояла, она тоже была импульсной, то есть была структурирована как импульс внутри. То есть каждое вот это вот движение было импульсом. То есть если зайти в недели и в дни, это, конечно же, будет видно лучше. То есть, мы в месяцах туда уже не пойдем. Вы меня спросите о том, зачем я вас мучаю всей этой древней истории, которая хрен знает когда была. Объясню. То движение, которое началось в 2015 году, вот здесь, и которое мы называем внутренней третьей волной, с очень высокой вероятностью будет иметь подобную же пятиволновую структуру. То есть она структурно может быть похожа вот на эту волну. Не повторит ее там до деталей, там, и до всех, до пропорций, там, до ничего. Ее структура будет похожа, поскольку она с высокой вероятностью тоже будет импульсной. Движение, которое началось с 2011 года, подсожмем график немножко. Движение, которое началось с 2011 года, это коррекция предполагаемой нами первой волны, вот которую мы уже убрали. Вот это была первая волна, это ее коррекция.
Если импульсная волна состоит из 3 волн и 2 коррекций между ними, то коррективная волна обычно состоит из 2 волн и 1 коррекции между ними. Вот первая волна, вот коррекция, и вот еще одна волна. То есть коррективная волна имеет обычно не 5-волновую структуру, а 3-волновую. Раз, два, три. Коррекция 2011-2015 очень сильно растянутый зигзаг, который больше тянул на то, чтобы самому стать только первой частью коррекции. То есть, чтобы вот это была волна А. Но не сложилось. Мы разбирали, почему это не получилось. Коррекции бывают 2 типов. Плоские, как, например, вот эта коррекция. Ее, в принципе, можно трактовать и как первую волну, то есть составную часть вот этой третьей. Но мы пока будем придерживаться варианта, что и это потом может внести там дальше много разнообразия. Но мы пока будем придерживаться того момента, что вот это будем считать ее за плоскую коррекцию. Для нынешнего нашего, как бы скажем так, анализа это сильно не помешает. Тем более, что у нас масштаб второй волны очень маленький. Тогда 4-я волна не бьется. То есть больше похоже на то, что это вот плоская коррекция. Колебания в плоских волнах происходят в узком диапазоне первой волны. Здесь мы имеем 3-волновую плоскую коррекцию. Раз, два, три. Но бывает и больше, до 5. Иногда бывает даже больше 5. Но это бывает уже очень редко. То есть помимо плоских коррекций бывают зигзаги. Вот предыдущая коррекция это как раз был зигзаг. То есть мы уже посмотрели, после первой волны была коррекция, потом был зигзаг. Чаще всего, в процентах 80-85 случаев, зигзаги и плоские коррекции они чередуются. То есть, если после первой волны была плоская коррекция, вот как 16-18 год, это плоская коррекция, то с очень высокой вероятностью нужно ожидать, что вот эта волна будет зигзагом. В принципе, она уже и сейчас зигзаг. С другой стороны, мы имели вот здесь зигзаг. Это означает, что следующая коррекция, которая будет корректировать всю большую третью волну, она будет плоска. Ну, она будет плоской. Ну, естественно, что вот эта волна уже на плоскую, как бы, наверное, не совсем и тянет. То есть это дополнительный признак, помимо того, что мы уже, как бы, скажем так, то есть говорили, почему она не тянет на большую коррекцию. Это вот дополнительный еще признак. Она должна быть плоской, но она на плоскую волну как бы не тянет. Значит, в плоской волне, которую мы смотрим после 2020 года, еще побольше возьмем, вернее, в зигзаге, который мы смотрим, мы пока еще не утверждаем, что он до конца как бы завершен. То есть мы пока смотрим его по частям. Вот у нас первая волна в зигзаге. Это у нас коррективная волна в зигзаге, которая соединяет его со второй частью. И это волна С. Обычно первая волна называется волна А. Коррекция называется волна В. И последняя часть зигзага обычно называется волной С. Когда рынок откатывался в волне С, вот здесь, он консолидировался или, другими словами, приостанавливался у отмеченных 3 зон. Вот они. Которые я указал еще в прогнозах в январе и феврале в начале года.
Консолидация около уровня – это касание его 3-4 свечами. Вот касание первого уровня, 3 свечи. Вот касание второго. Вот касание третьего. Здесь свечи месячные. В днях эти касания выглядят как тусня у этих уровней. Тусня – это бессмысленное беспорядочное движение. В теханализе его называют коррективными волнами, которые мы сейчас разбираем. Конфигурация сентября, октября, ноября, то есть вот этих 3 месяцев, показывает приличную вероятность того, что минимальные значения всей 4-й волны, то есть вот этой коррекции, с высокой вероятностью достигнуты. Наиболее вероятно, что золото еще может опуститься до значения 1600, вот сюда, но опуститься ниже вероятность пока достаточно низкая. Есть очень важный уровень 1580. Вот он циферкой отмечен и стрелочкой. Я поставлю сейчас в него толстую красную линию. Так, мы его пометим. Если этот уровень преодолевается значимо вниз, то есть пробивается вниз вот сюда, куда показывает стрелочка, то резко растет вероятность того, что рассматриваемая сейчас 4-я волна перейдет в зигзаг. То есть вот этот флаг перейдет в зигзаг. Примерно подобные коррекции 2011-2015 года. То есть вот такую форму приобретет. Вот он зигзаг 2011-2015 года. Поширше возьмем. Вот он. То есть он точно так же был сначала флагом, но потом перешел в зигзаг. Повторюсь, вероятность этого достаточно низкая. Сценарий зигзага противоречит и принципу чередования форм коррекции. Вот предполагаемая 2-я волна, и она плоская. Вот она, видите, 2-я волна. И сценарий зигзага пока противоречит тем вероятностям, которые показывают другие методы анализа. Но, подчеркиваю, если произойдет пробой уровня 1580, вот этого, в том случае, если это произойдет, то коррекция с 2020 года и по сейчас будет напоминать в месяцах коррекцию 2011-2015 года. И тогда последующие несколько лет приобретут примерно характер движения с 13 по 15 год. То есть, вот примерно что-то вот такое будет. Резюмируя, до тех пор, пока не происходит пробоя вниз уровня 1580, вот этого, сохраняется очень высокая вероятность того, что зигзаг коррекции будет маленьким, то есть будет флагом. Тот, который есть сейчас. И коррекция в этом случае практически уже сформирована. В классическом анализе такая конфигурация, как я уже сказал, называется флаг. То есть раз, два. Это флаг. Но если происходит пробой вниз уровня 1613, вот этот сначала минимум, и затем уровень 1580, то растет вероятность того, что золото уйдет как минимум до значений 1400-1450, вот в эту вот область. То есть формируется растянутый зигзаг, корректирующий движение 2016-2020 года. И характер движения в ближайшие 2-3 года будет примерно такой же, как в 2014-2015. То есть вот примерно такая вот будет такое продолжение коррекции. Но масштаб движения будет чуть-чуть побольше, то есть чуть подлиннее. И вспоминаем из прошлого ролика. Для этого сценария критерий разделения долгосрочных сценариев. То есть до тех пор, пока не произошло проникновение этой коррекции, вот этой вот, в область маленькой первой волны, то есть вот сюда. То есть пока это проникновение не произошло на протяжении, подчеркиваю, нескольких кварталов, мы находимся в парадигме того, что весь фрагмент с 2016 года по сейчас
вот посюда. Это формирующаяся внутренняя третья волна. Вот это. В большой третьей волне, которая у нас вот так вот выглядит. Вся вообще-то. Вот такая вот она. Вот она, третья волна, только формируется. Мы сейчас говорим о вот этом куске, которую пока считаем третьей волной. Обратите внимание на стереотип поведения зоны доллара в 2011-2010, вот здесь вот, вот в этом месте, 2011-2012 и в 2020-2022. Она, проигрывая на экономическом поле, вот после выступления в 2007 году Путина, вот здесь он выступал, в Мюнхене, вот девальвация доллара идет. Зону доллара сначала затеяла искусственный кризис на нефтяном рынке вот здесь. А потом в начале десятых спровоцировала кризис на Ближнем Востоке через Сирию и через Ливию. Вот здесь. Сейчас то же самое на Украине. Начиная проигрывать, вот девальвация 18-20 года. Вот она. То есть этот проигрыш зоны доллара выразился в девальвации золота к доллару. Обратите внимание, почти в 2 раза упал. Так вот, проигрывая в 2018-2019, в начале 2020, они сначала затеяли, призвали на помощь микробов, вирусов, а потом спровоцировали войну. Вот здесь. Наиболее вероятный срок глобального разворота золота вверх – это или ноябрь-декабрь 2013 года, вот здесь примерно, вот в это время, или сентябрь-октябрь 2024, вот здесь. То есть я полагаю, что еще примерно год или 2 золото будет колебаться вот в этом диапазоне. Ну, дальше сейчас я поподробнее об этом скажу, о характере движения. В случае, если минимум золота или точка разворота сформируется выше минимума сентября 2022 года, то есть если точка разворота сформируется выше, чем вот здесь, то есть выше, чем 1615 долларов, то условием увеличения вероятности глобального разворота золота вверх за максимум 2020 года будет пробой максимума декабря, января, февраля. Я так вот побольше возьму. Декабря, января или февраля, там, когда, то есть в тот месяц, когда он будет сформирован, в результате вот этой коррекции, которая сейчас вверх продолжается. Сейчас я говорю о возможности формирования примерно либо вот такой вот конфигурации. То есть, грубо говоря, вот сформируется вот такая конфигурация, а потом будет пробита вверх. Либо о возможности формирования вот такой конфигурации, которая чуть помасштабнее. То есть вот это получается где-нибудь там за год, за следующий формируется. Если такая, то чуть поменьше. Если же произойдет пробой произойдет пробой вниз уровня 1613, вот этого, и далее произойдет значимый пробой вниз уровня 1850, вот этого, образование локальных минимумов в конце 2023, вот здесь, и в конце 2024 сохранится в силе, но это будут локальные минимумы. Формирование главной разворотной точки сместится примерно в 2026. Это вот где-то вот здесь. Это если мы перейдем по типу вот этой вот такого типа как бы коррекции. То есть
или в первый квартал 2020, то есть точка разворота сместится или в июль-сентябрь 2026 года, или в первый квартал 2029 года. Рынок при этом приобретет характер колебаний 13-18 года. То есть вот такой. То есть сочетание вот такой вот лесенки и вот такого коридора. Очевидно, что в случае коррекции по второму варианту, то есть по зигзагу, в ее конце мы будем приближаться к самой минимальной отсетке границы времени третьей внутренней волны. Но подчеркиваю, что только к самой минимальной ее длительности. Обращаю ваше внимание, что анализ показывает, что все 3-4 минимума при развитии зигзага с высокой вероятностью будут приходиться на последние кварталы годов. Это означает, что при этом зигзагообразном варианте развития событий к концу почти каждого года золото наиболее вероятно будет подтягиваться вверх. И закрытие этих коррективных годов может быть достаточно высоко. То есть может сложиться ситуация, когда два последних года, сейчас мы перейдем в двухклетки, когда два последних года будут закрываться так, что двухлетние свечи не будут заходить в область первой волны, которую мы предполагаем, вот этой. И будет сохраняться условие того, что вот этот отрезок, то есть вот эта часть волны, удовлетворяет условиям того, что она является маленькой третьей волной внутренней во всей большой третьей волне. Для нас еще важно то, где закроется год. Если он закроется выше, чем 1829-1830 по споту, а текущий рынок сейчас очень близко от этого места находится, то это будет означать, что туман долгосрочной вероятности еще больше сгущается в сторону долгосрочного роста золота. В ближайшее время я ожидаю, сейчас мы обратно перейдем, сожмем. В ближайшее время я ожидаю завершения движения золота вверх в диапазоне примерно 1830, примерно вот здесь вот, 1900. То есть вот в этом диапазоне примерно я ожидаю максимум. Наиболее вероятно, что локальный максимум первой половины 2022 года будет достигнут в этой зоне в пределах первой половины марта 2022 года. То есть я ожидаю, что максимум будет сформирован вот в этой зоне примерно в период до марта 2022 года. Наиболее вероятный характер движения золота в этот период – достаточно широкие колебания вверх-вниз. То есть примерно вот так. Примерно в диапазоне 1670, то есть вот примерно отсюда, и до 1850. То есть такой будет дрыганый рынок. Напомню, что нахождение в диапазоне, вот, в той терминологии, как я употребляю, это нахождение там цены примерно 75-80% времени. Отмена этого прогноза произойдет, если будет пробит вниз уровень 1613 и уровень 1850. То есть вот этот вот. Тогда начнется формирование среднесрочного сценария зигзага, который мы только что смотрели. Для недели с 26 по 30 января, то есть та, которая идет сейчас, сильным признаком начала первого движения вниз к нижней границе диапазона 1670-1850, то есть вот этого диапазона, является пробой вниз уровня 1783 доллара за унцию. Сейчас будет сложное предложение, поэтому проговорю его медленно. Дальше, если этот признак не будет реализован на этой неделе, то есть пробой вниз уровня 1783, это минимум прошлой недели, то признак начала коррекции будет сдвигаться вверх к минимуму предыдущей закончившейся недели. То есть если минимум прошлой недели, закончившейся 23 января,
не будет пробит вниз на этой неделе с 26 по 30 января, то этот признак сместится в минимум недели, которая идет сейчас, то есть неделя с 26 по 30 января, то есть которая только еще формируется, и так далее. То есть до тех пор, пока этот признак не будет реализован и не начнется коррекция. В случае, если начнется такое тусование золота в диапазоне 1670-1850, то постепенно сформируется зона или коридор, границы которого дадут более узкие критерии перехода к среднесрочным сценариям роста или падения. И далее этот сценарий узких колебаний, если этот сценарий узких колебаний продолжится, то чем дольше он будет формироваться, тем больше будет потенциал движения при выходе из этого коридора. Напомню, что у нас в принципе потенциал есть еще год-полтора, то есть он может формироваться по оценкам по нашим года полтора. Или до конца следующего года, или года полтора-два. Значимо эта зона может сформироваться не ранее, чем через 3-5 месяцев. В этот период рынок будет напоминать период второй половины 2021 года. То есть примерно вот это вот состояние. А потом наиболее вероятно начнет сужаться. На Земле, то есть в реальной жизни, если такой диапазон сформируется, то выход из него вверх будет означать серьезные проблемы для западного проекта. И в частности для долларовой зоны. Проявиться это может либо в нарастании кризиса в экономиках зоны доллара, евро, иены и фунта, или в разгроме режима Зеленского, или в серьезном поражении на Дальнем Востоке, или в резком росте нефти или инфляции. Выход из этого диапазона вниз будет означать примерно то же самое, что означало усиление доллара в 2013-2014 годах, то есть возрастание экономических, политических и военных рисков для всех, кроме зоны доллара. Завершая анализ, я бы хотел сказать о некоторых ограничениях, которыми в целях простоты мы пренебрегли. Анализ, который мы с вами проделывали, изложен в терминах волн Эллиота. Но большинство его результатов были получены другими методами. Свою же теорию Эллиот разработал в 30-х годах прошлого века. Тогда был золотой стандарт. То есть деньгами было золото. Это означает, что все цены измерялись в золоте. Именно в этой статистике теория и была сформулирована, и была подтверждена. Это называется верификация. То есть можно сказать с уверенностью, что теория Эллиота работает, когда в качестве единицы измерения цен, то есть денег, выступает золото. В 70-х годах 20 века золотой стандарт был отменен, а звание денег без конкурса на неконкурентной основе было присвоено доллару. Золото при этом волевым решением было переведено в разряд обычных товаров. Вообще-то это был результат экономического поражения Запада от СССР в 60-х-70-х, который СССР отказался продолжать экспансии, а зря. Но когда мы говорим о паре золото-доллар, то в контексте применения теории Эллиота применять ее необходимо к графикам, где деньги – это золото, а доллар в этой ситуации является обычным товаром. То есть должна быть обратная котировка. Не сколько долларов стоит унция золота, а сколько унций золота содержится в одном долларе. Только в этом случае мы можем говорить, что теория Эллиота будет работать адекватно. Остальное просто не было доказано, а было принято как должное, типа на веру. Очевидно, что это будет постоянно падающий график. Начиная с середины 18 века, то есть все будет просто валиться. Там середины 18-го, с начала 19-го. И интерпретация графика немножко изменится. Это на самом деле не меняет кардинально наших выводов, а в еще большей степени увеличивает вероятность негативного долгосрочного сценария доллара. График в упомянутой, в кавычках, в перевернутой форме, то есть обратная котировка, и комментарии к ним можно посмотреть в двух публикациях на Яндекс.Дзен. Ссылки на эти публикации под этим видео. Обозначенный сейчас нюанс объясняет ярым и безапелляционным приверженцам волн Эллиота то, почему в паре золото-доллар, если она отображена традиционным образом,
Слегка кривовато работает анализ Эллиота. Также является объяснением того, почему в таком анализе, то есть в этом анализе будет очень много растянутых пятых волн, а первые волны будут всегда маленькие. Эта проблема постепенно проявляется, начиная с 70-х годов и на других рынках. Причина ее в том, что доллар с точки зрения математики постепенно утрачивает те свойства денег, как они определялись при формулировании фундаментальных экономических законов и фундаментальных экономических соотношений. Все они были сформулированы эмпирически, то есть экспериментально открыты как приметы и постепенно эмпирически были там многократно подтверждены. Какие факторы будут играть в пользу доллара, мы сейчас посмотрим. То есть, какие будут в пользу его роста, а какие в пользу падения. Стабилизация военно-политической обстановки на Украине и в Европе будет играть против доллара. Также против доллара будет играть возобновление поставок российских энергоносителей в Европу и снятие торговых барьеров для них. Особенно сильное понижательное давление на доллар будет оказывать набирающий обороты переход стран на национальные валюты в двусторонней торговле. Против доллара также играет противоречивая внутренняя экономическая ситуация в Штатах. С одной стороны, огромный двойной дефицит, то есть в торговом и государственном бюджетах, а также в бюджетах корпораций, домохозяйств. Все вот это вместе требует новых займов, а значит эмиссии доллара. Противоречит им, с другой стороны, необходимость стабилизировать доллар и подавлять инфляцию. Это требует сокращения займов и повышения процентной ставки. Но сейчас этот механизм уже исчерпан. То есть исчерпан не только механизм повышения ставки, но также исчерпан потенциал безопасного удержания этой ставки на достигнутом уровне. Поскольку циклопическая закредитованность всех и вся в зоне доллара при этих ставках, которые достигнуты уже сейчас, быстро начнет выводить всех на банкротство. И, соответственно, будет обрушать производство и покупательную способность. В том числе на банкротство она будет вводить и американское государство, потому что огромный дефицит государственного бюджета. При высоких ставках он будет только расти. Это никому не выгодно, кроме кредиторов, если они не поставили своей целью захватить всю залоговую собственность и переформатировать государство. Через процедуру банкротства, естественно. В случае, если они будут реализовывать сценарий переформатирования государства, то он будет идти через чрезвычайщину. Чрезвычайщина может появиться либо в результате гражданских волнений, а-ля маленькая или большая гражданская война, либо в результате какого-либо беспредельного теракта, либо в результате стихийного бедствия, или уже, как обычно, в результате какого-нибудь медицинского эксцесса, а-ля 2020 год. Вот примерно такие формы это может приобретать. Поскольку традиционно положено делать прогнозы на будущий год, я планирую еще один ролик в этом году. Но если я не успею до конца года, то поздравляю вас с наступающим Новым годом, желаю вам здоровья, успехов и любви. На этом разрешите попрощаться с вами, друзья. Всем здоровой критичности, спокойной уверенности и до встречи в следующем ролике.